Дорогие друзья, я вас приветствую. Вы на канале Твой мир. С вами Наталья. Прежде всего выражаю вам огромную благодарность за то, что вы есть у меня, за ваши просмотры, за ваши подписки, за ваши лайки и комментарии. Я вас люблю и очень ценю то, что мы с вами вместе. Дорогие, давайте сегодня посмотрим с вами таро-прогноз для знака зодиака Козерог на предстоящую неделю с 6 по 12 февраля. Козероги, милые, настройтесь, а мы будем начинать. Первой картой посмотрим общие характеристики недели. Вы знаете, Козероги, вы здесь будете очень усердно строить планы. Вы как-то выйдете из того отстранения, которое у вас было в ближайшем будущем. Здесь, может быть, кто-то все-таки из болезни выйдет, такое тоже может быть. Из каких-то своих опечаленных состояний, где вы были расстроены. И вы здесь будете нацелены на движение вперед, к своей победе, к получению результатов. То есть здесь можно сказать, что вы уже поднабрались сил. И можно двигаться вперед. Давайте посмотрим, что для вас знаменует понедельник. Что несет вам понедельник, дорогие Козероги? Понедельник у вас очень много работы. Вы, безусловно, заняты рабочим процессом. Вы вкладываете очень много энергии в свою работу. Здесь вы даже получаете какие-то свои результаты уже, да, кто-то, может быть, первую зарплату получил, кто-то, кого-то приняли на высокую должность. И здесь уже как бы так вы в круге определенных людей, и вы празднуете эту свою победу, и вы молодцы, это все с вами происходит абсолютно заслуженно. Абсолютно верно, вы выбрали свой путь, и Вселенная вами гордится, Козероги. Давайте посмотрим, что вас ожидает во вторник. Во вторник вы как будто будете отстаивать какие-то свои интересы. А здесь, возможно, вы будете с кем-то спорить, да, может, будете даже на себя злиться, что упустили какую-то возможность. И эта возможность будет касаться именно какого-то нового проекта, за который вы очень долго боролись. Да, и вот здесь уже вот-вот-вот на кону победа, а вы как будто не знаете какой-то информации. Ну, здесь карты говорят о том, что вы не знаете, что вас ждет впереди большая изобильная жизнь. Только то, что сейчас состояние как-то зависшее, да, сама ситуация пока не движется, это только говорит о том, что вы должны что-то разрушить. То есть пока вы не разрушите какие-то старые устои, возможно, свои взгляды, возможно, не уйдете с прошлой работы, но это у каждого же свое, да. Пока не разрушите старое, не придет к вам новое. Во вторник у вас вот такая информация, Козероги. Давайте смотреть среду для вас. Что несет вам среда? А среда вас возвращает в недавнее прошлое. Возвращает, это может быть и человек из прошлого для некоторых Козерогов, да, и какой-то проект в прошлом, который был еще не завершен, от которого вы не так давно ушли, скажем так, да, потому что устали уже ждать, Козероги. Вот здесь какая-то такая для вас информация, и вы решили взглянуть в что-то новое. Но пока здесь для вас ситуация зависла. И что нам тогда говорит среда об этом? Что вам придется выбрать новое направление. Придется проявить даже какие-то свои чувства, проявить свою скорость. Именно в новом направлении. Не возвращаться к прошлому, да, как мы видим, там ничего хорошего нет. Нет, ну как, опыт есть, да, давайте уже не обесценивать прошлое, это все-таки с нами было, и это очень информация такая. Знаете, как опыт тоже надо заслужить, который дает нам движение вперед уже в правильно выбранных позициях. Давайте посмотрим, что вам несет четверг. В четверг вы опять чего-то ожидаете. А чего ждете, Козероги? А вы ждете того, что все само собой разрешится. Вот как-то вот, да, вот видите, вот эта ситуация, которая у вас зависла и никак не двигается на сегодняшний момент, вы ждете, что она по воле высших сил разрешится. А что высшие силы на это отвечают? Они говорят вам, что вам нужно выдвинуться из вашей зоны комфорта. Вам нужно, первое, это получить знания, идти в образование, и вам надо здесь прислушаться к себе, дорогие Козероги,
понять ваши истинные мотивы, ваши истинные намерения, ваши истинные желания. Да, не то, что кто-то вам навязал какие-то устои, а конкретно то, что ваше. Потому что внутри я вижу, что вы очень-очень такой человек цельный, да. Вас как-то поколебать очень сложно, но тем не менее кому-то это удалось. И вот здесь вам надо отсеять этот момент, убрать чужие навязанные планы, конкретно прислушаться к себе. И здесь у вас, конечно, тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Давайте посмотрим пятницу для вас. Пятница для многих пройдет, знаете, какая-то увеселительная программа. Я всегда это называю «пошли покутили», где-то погуляли, да, где-то отдохнули, весело провели время. Но это не обязательно. Здесь может быть и с кем-то именно творческая встреча. Если вы личность творческая, то это вполне может означать творческий союз, что вас, знаете, как-то пригласят вот в этот круг личностей, да, вот таких же творческих, как вы. И вы достаточно хорошо проведете там время. Вы знаете, здесь выходит пятерка кубков, которая говорит о том, что вы будете почему-то расстроены после этого мероприятия. А здесь вы как будто осознаете, что вы упустили время, да, потратили его не туда, куда вообще надо было бы, и у вас это вызовет дикое напряжение. Вы здесь что-то не успеете завершить, и просто потом через какое-то время вам придется за это, ну, нести ответственность, скажем так. Причем такой вопрос, он быстро как-то возникнет, вот тот, который вы не закроете. И знаете, его как-то никуда не спрячешь. И вот здесь вы себя будете винить немножко за то, что потратили время, как вам покажется, зазря. Ну, слушайте же, зря ничего не проходит. Значит, так надо было. Давайте смотреть дальше, что вам несет суббота. В субботу у вас идет какое-то решение вопроса, очень срочного. Что за вопрос? Вопрос вашей борьбы. Вопрос борьбы за чувства даже у многих козерогов. Здесь как-то поднимется вопрос, что, знаете, вы будете обсуждать, скажем так, даже какое-то решение принимать, что пора бы уже как-то и в охапочку, да, все связать как-то, потому что нет какой-то конкретики, а хочется, чтобы вы понимали, куда вы движетесь, что вы движетесь и зачем вы движетесь. Многие козероги, конечно, будут такой вопрос поднимать. Но здесь, знаете, у вас как-то пока я не вижу, что пойдет какое-то движение, да, потому что этого движения пока недостаточно. Пока вот если это касается чувственных отношений, то здесь устраивает человека все как есть. Но он вообще как бы планирует какое-то движение вперед. Да, потому что все равно у него есть любовь к вам, и он чувствует вас своей парой. Поэтому, козероги милые, просто надо немножко подождать. Давайте посмотрим воскресенье для вас, что идет. Воскресенье. В воскресенье вы как будто будете обдумывать то, что куда вам двигаться дальше, что вам делать. Вроде бы как и уже какой-то опыт у вас в чем-то есть, а может выбрать новое направление. И здесь, вы знаете, в воскресенье у вас будет какая-то возможность. Вы не просто так начнете об этом задумываться, а здесь как-то этот вопрос будет касаться партнерства. Уж партнерства личного или партнерства делового вам, козероги, будет виднее. Давайте посмотрим совет от карт Таро для вас. Что они вам посоветуют на эту неделю? Они вам посоветуют, вы знаете, как-то держаться, во-первых, намеченных целей, которые вы для себя поставили, да, там недавно, вчера, неважно, какие цели у вас были. Вот здесь держаться поставленных целей, как-то не сворачивать, не уходить от своих намерений, да, и многим здесь рекомендация прислушаться к совету вашей мамы, либо свекрови, либо женщины, которая для вас очень-очень важна. И понимаете, у этой женщины очень много знаний, именно, знаете, таких масштабных знаний. То есть она как-то, эта натура очень чувственная, очень, может где-то напрягать даже, да, кого-то. Но это я просто характеристику смотрю, чтобы вы понимали, кто это. Для некоторых это человек недавно появился в жизни, если это вот не мама, да, и такой человек, который себя любит. Вот этот человек вам даст какую-то подсказку, как будто раскроет глаза на какую-то возможность. Вот здесь тоже, козероги, будьте внимательны. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в личных отношениях на этой неделе. Личные отношения, козероги. Вы здесь как-то будете выбирать, будете сомневаться. А между чем и чем?
вы знаете, Козероги, у вас в личных отношениях идет такая карта, как будто вы на этой неделе почему-то либо сомневаетесь, либо хотите удержать баланс между некой организованностью, да, что у вас уже есть какой-то, скажем так, определенный, возможно, цикл отношений, да, или, как это говорится, уже есть какая-то структура отношений личных. И здесь вы как будто видите какую-то для себя возможность на ближайшее будущее, да, перспективы на будущее. И вот здесь вы почему-то выбираете между вот этой перспективой на будущее или тем, что у вас уже есть на сегодня. Но здесь, понимаете, как-то вы довольны и в той ситуации. Но вы понимаете, что может грозить конфликт, и почему-то предпочитаете это держать в тайне, довериться высшим силам. Но вы все-таки сделаете выбор по сердцу, как вот вы хотите. Так вы сделаете этот выбор, дорогие Козероги. Давайте посмотрим для вас работу на предстоящую неделю. В работе у вас что-то рушится, что-то, возможно, какой-то конфликт, возможно, некое увольнение у кого-то, да, возможно, вообще, ну, там, я не знаю, разорение компании. То есть как-то у вас на этой неделе на работе такой, ну, знаете, даже не то что кавардак, а вы несете последствия, да, за то, что вот вы ранее сделали. Если здесь, возможно, кто-то не доделал какой-то отчет, да, то есть тут нагоняй получите, здесь возможны и скандалы, возможно и ссоры, возможно вплоть даже, как я говорю, до увольнения какого-то, да, потому что мы видим, что все-таки карта башни, это такая карта серьезная. И здесь как-то у вас будет, ну, знаете, как выбор какой-то, да, что принять решение уйти в какое-то новое начало. Либо вы еще совсем вот новичок в этом деле, где происходит вот такая петиция, да, и по недостатку знаний у вас вот такая разруха будет на этой неделе. Но здесь, Козероги, смотрите, если это вот, как я говорю, новички, да, в этом деле и на работе вот такая конфликтная ситуация, то здесь карты говорят о том, что для вас это как шанс какой-то, понимаете? Здесь ваша жизнь может повернуться на 365 градусов. Вам не надо печалиться, вам надо наоборот, знаете, как вот, ну, как будто взять ответственность и сказать, что, ну, взять на себя ответственность, сказать, да, вот там, да, я так сделал, я вот так считаю. Но это как пример, понимаете, это о том, чтобы вы понимали, что вы не должны убегать от ответственности, а наоборот сказать, что вы довольны вот своим решением или своим там принятием решения. Ну, как-то вот так, отстоять свои границы, скажем так. И для вас это будут перемены к вашему лучшему. Давайте посмотрим, что же вас порадует на этой неделе. А порадует то, что вы завершите какой-то этап своей жизни, да, причем так быстренько, я бы сказала, вы завершите этот этап. Какой-то вопрос, который у вас давно не решался, Козероги, он на этой неделе решится. И знаете, как вы будете довольны результатами гораздо больше, чем вы вообще себе предполагали. Здесь как-то вам, во-первых, все станет ясно и понятно. И вы, да, вы будете очень довольны результатом. Давайте смотреть ваши финансы на ближайшую неделю. По финансам вы как будто строите планы на будущее, да, то есть распределяете, расписываете, куда какие деньги вам потратить, куда что вложиться, да, потому что здесь как-то такой идет момент, как будто обычная монотонная работа, да, то есть это, как я говорю, определенное распределение бюджета по статьям, да, туда. И вот здесь такой момент, как будто у вас какая-то нестыковочка пошла. И вот вы здесь как-то сидите, во-первых, разбираетесь, а во-вторых, вы сидите здесь и строите планы на будущее, как вам сделать так, дабы у вас в следующей неделе, в следующем месяце не было такой ситуации. Как-то вот здесь как-то вовнутрь себя вы заглянули и решили поразмыслить над этим. Давайте посмотрим, что вас может неприятно удивить. Неприятно удивить вас может рыцарь кубков, человек чувственный, эмоциональный. Он вас неприятно удивит каким-то своим молчанием, игнором. Знаете, где-то даже, может быть, пропадет на какой-то период времени. Может быть, ну, здесь смотрите, если пропадет, то просто человек приболел, да, вот как бы, чтобы не думали там чего-то. Но здесь вот такой вот момент, что вот это вас, конечно, неприятно может удивить. И вы как будто, понимаете, будете не подвластны в этой ситуации ему помочь. И вас, конечно,
А вас это почему-то даже радует. Хотя вот вы знаете, вы будете предпринимать какие-то моменты, чтобы вот помочь, но будете разочарованы. И лучше потом все-таки довериться высшим силам, и все станет так, как нужно. Так, хорошо, Козероги, давайте посмотрим, милые, на что вам нужно обратить внимание. В всяком случае, на этой неделе. Обратить вам нужно внимание на то, что у вас есть на сегодня гармония, любовь, у вас есть стабильность, дорогие Козероги, берегите это. И знаете, как вам здесь рекомендации держать это все в тайне. Вот если вы счастливы на сегодня, да, есть у вас пара, есть у вас там в семье лад, мир, гармония, покой, вот здесь для вас такая рекомендация: держите это в тайне. Понимаете, берегите свою стабильность. И будьте счастливы, дорогие Козероги. Вот такие карты, такой расклад у меня вышел для вас. Я вам желаю всего самого светлого, всего самого доброго, разрешения всех ваших вопросов самым благоприятным для вас образом. Берегите, пожалуйста, себя, берегите своих близких, мирного неба вам над головой. А я с вами прощаюсь, обнимаю вас, люблю. До новых видео. Ваша Наталья.